Будет ли между вами любовь? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, я могу смело назвать вас человеком с золотыми руками. Обычно в народе так называют мужчин, которые много чего умеют. Да, вот мастерить, строить, может быть, да, вы можете иметь не одну профессию. Может быть, даже кто-то из вас реально сам своими руками практически дом построил, да, либо же что-то такое глобальное, может быть, евроремонт дома сделали, ну вот в таком плане. То есть с вами не страшно, если что-то поломается. Хотя, в общем-то, вы такой человечек решительный. Даже если у вас, к примеру, что-то поломается такое, что вы не сможете сами отремонтировать, вы очень быстренько все организуете, потому что вы человек, наделенный очень классными такими организаторскими способностями. Вы человек, который очень любит свой дом, уют в доме. Вы постоянно, может быть, его даже обустраиваете, любите перестановки делать. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Вот напишите, ребят, что вы больше всего вот любите, да, из того, что я назвала. Может быть, вы любите обустраивать как-то дом, да, вот что-то новое просто покупать. Может быть, вы любите перестановки делать. Вот что вы любите делать у себя в доме? Может быть, своими руками вы что-то мастерите для дома, да, вот для интерьера, вот в таком плане. Вы, возможно, даже вы мечтаете, вот если у вас квартира, вы мечтаете о своем частном доме, либо же о даче. Может проиграться, что вы обдумываете, да, вот собираете деньги, чтобы купить либо свой домик где-то там, да, в деревне, либо же купить себе дачу, потому что вот как-то вас тянет земля, тянет сад, огород. Возможно, даже кто-то из вас вырос в частном доме, где-то в деревне, поэтому, ну, как-то вам дышится там спокойнее, легче, да, потому что там чистый воздух, там природа. Ну, вот природа – это ваше все. Опять-таки у нас уже не единожды даже в сигнификации показывала, что вы человек природы. Вот вы как, я не знаю, как растения питаются от солнышка, так и вы вот питаетесь от природы, от того, что вот даже банальная прогулка по лесу, там, либо в парке, где-то возле водоема, но она вас настолько окрыляет, вдохновляет и как будто подпитывает даже энергией. Вот напишите, ребят, что вас больше всего подпитывает. Вот лес, речка, море, вот что вас питает энергетически больше всего. Но опять-таки вы, многие полуночники, нравится вам ночь. Вот ночь – это ваше время. Возможно, кто-то работает часто в ночные смены. Возможно, кто-то просто от бессонницы не может допоздна уснуть, да, вот, ну, то есть вы бодрствуете часто ночью. Вы человек, который, вот опять-таки показано, настолько любите такой семейный уют, даже посиделки у камина, вот банальные посиделки, казалось, когда потрескивает огонь, это ваш такой особый какой-то кайф. Вот этот вот звук, треск, да, когда дрова потрескивают в камине, но это для многих людей, в общем-то, какое-то такое особое ощущение, может быть, до мурашек. Такое своего рода домашнее АСМР. Вот сейчас это направление очень развито, да. Я сама иногда порой люблю посмотреть такие видео, просто чтобы вот расслабиться. Далее, что еще мне о вас поведают? Что мне о вас поведают? Вы человек, который, знаете, вы до конца не отпустили свое прошлое.
И есть те среди вас, которые могут говорить: да нет, да я забыл, да уже все. Но это как будто вот маска, это как будто напускное что-то. Если копнуть в вашу душу, а мы сейчас немножечко так залезаем к вам в мысли, в души, да, вот все-таки не отпустили, вот все-таки не отболело. Ну, понятно, что это общий расклад, но далеко не у всех отболело. Пусть это даже у кого-то годы, может быть, прошли. Вот не отболело. И из-за этого еще у вас могут у многих проигрываться проблемы в личной жизни. Именно вот эти отголоски прошлого, они вам как будто мешают, вот мешают устроить личную жизнь. Кто-то постоянно все еще мысленно сравнивает с бывшей. И знаете, я вот вспомнила, кто-то из вас писал мне не так давно в комментариях, вот как это, что, ну типа это бред, как это можно с бывшей сравнивать. Так вот я вам скажу, мои дорогие, что это совершенно не бред. Человек так устроен, что всегда мы сравниваем людей сознательно, либо подсознательно. И даже если человек нам причинил боль, мы все равно можем сравнивать, потому что когда-то мы человека любили, когда-то с человеком было хорошо. Поэтому, когда появляется новый, все равно это даже ну, на автомате, это неосознанно может как-то происходить. Это потом уже понимаешь, что да, я все-таки сравнивал, либо сравнивала, если это женщина. И сравнение не всегда бывает в пользу новой женщины, даже чисто внешне, даже фигура, там какие-то интимные моменты, да, ну все что угодно, в характере, да. Поэтому вот у вас еще у кого-то точно идет сравнение с бывшей. Вот это не то, что вы сели там, как в школе за партой, и сидите, обдумываете, сравниваете. Это ведь совершенно не так. Это настолько автоматом происходит. Это мгновенно, это может быть доля секунды. Порой вот эти вот ваши сомнения и сравнения, они как раз и отдаляют вас от новых женщин. Вы сами себе ставите барьер. Это немножечко, я пояснила так чисто психологически, если кто не знает, я психолог, поэтому, но это важно. Это важно иногда вот эти вот психологические трактовки вам давать. Вы человек, который ужасно боится повторения прошлой модели отношений. Ужасно боитесь этого. Это тоже останавливает ваше развитие либо новых отношений, либо же вы, ну так, в отшельниках сидите, да, общаетесь, там, флиртуете, по-дружески как-то. Ну, кто-то, может быть, для здоровья себе там имеет какую-то дамочку. Но у каждого это свои заморочки, у каждого свои мысли по этому поводу. Поэтому печалька. Давайте-ка теперь посмотрим, что же за женщина к нам пришла на расклад, да, поскольку у нас сегодня такой интересный будет расклад. Будет ли любовь между вами, да, вот вы можете спросить, вот если вы сказали, что мы там холостяки, а между кем же любовь? А вот мы сейчас и будем разбираться, потому что бывает рядом женщина, с которой вы можете хихи-ха-ха, вроде бы так флирт, вроде бы это чисто дружба, а там уже за этим кроется какая-то симпатия. И порой это взаимная симпатия, поэтому давайте будем смотреть, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад. Эту женщину вы точно сейчас не рассматриваете как свою даму сердца. С этой женщиной вы можете пересекаться где-то и в людных местах, где-то в компаниях, но она даже может проиграться каким-то образом, может быть, была вхожа в дом. Либо вы к ней в дом входили, либо она к вам. Но я не скажу, что вы тесно общаетесь. Она такая дама непростая, она дама с характером. Она дама очень такая продуманная, она очень умная, она мудрая, даже может быть с хитрецой немножко. Она может даже порой чрезмерно конфликтовать, потому что она колкая на язычок. И бывает, ну знаете, вот ситуации, когда, ну промолчи, ну закрой рот, да, ради какой-то чепуховой ситуации. Нет же, ей нужно 5 копеек вставить, ей нужно где-то поспорить, где-то поконфликтовать.
Ну, то есть такая вот дама, которую далеко не все мужчины любят. Далеко не каждый мужчина будет терпеть такую женщину, далеко не каждый будет вообще даже в любовных отношениях, потому что вот есть какая-то в ней то ли стервозность, какая-то, может быть, вспыльчивость. Давайте смотреть, что еще о ней поведают. Почему же здесь про любовь, да? Ну, это для экстремалов, может быть, и подойдет. Итак, а знаете, что я вам скажу? Это ее такая стервозность, это такая большая-большая маска. У нее настолько душа болит, а сердце плачет, ей настолько бывает плохо, одиноко, она сама одинока. Она больше темноволосая женщина, скорее, ну, такая среднего возраста, плюс-минус, среднего телосложения, ни худышка, ни пышечка. Может даже такая немножко с рыжинкой проиграться, рыжеволосая. Ну, главное, что не лысая, правда, ребята? И то хорошо. Вы уже, наверное, соскучились за моими шутками, да? А то я пока болела, как-то особо шутить и не приходилось. Она такая, знаете, когда она конфликтует, это ее стопроцентная защитная реакция. Вот ощущение, что она защищается, пытается защищаться от всего внешнего мира, только непонятно зачем. Давайте-ка уточним, почему она защищается. Ей приходится быть сильной по жизни. Когда-то она была очень слабой, но жизнь ее закалила до такой степени, что ей пришлось быть сильной, ей пришлось сражаться со всеми неприятностями, которые были в ее жизни. И с мужчиной, и, в принципе, у нее и финансовые были проблемы. Она сама себя сделала, она выросла, она заработала, она много чего достигла. У нее жизнь была вот когда-то как будто на краю. Вот у нее было такое, знаете, тотальное разрушение. Я не удивлюсь, если у кого-то даже проиграется, что, возможно, она жилье потеряла. Ну, всякое бывает. Может быть, сгорела, может быть, там прилет какой-то, может быть, еще что-то. То есть, опять же, здесь такая сложная ситуация была в жизни, что, ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы не стать стервозной. Слишком много испытаний было у нее в жизни. Какая она на самом деле? Она, во-первых, может обладать даже какими-то магическими такими способностями. Пусть это вас не пугает. Давайте уточним. Вот она что-то делает плохое или нет. Нет, она ничего плохого не делает. Она скорее даже помогает людям. Но она это делает очень втихаря. Ну, в первую очередь, там, близким людям она может помогать, да, там, если что-то не ладится, какие-то ритуалы, ну, это можно назвать ее белым магом, да, плохого она ничего не делает. Она такая, вот она скорее такая вот на людях. Ее близкие знают ее совершенно с другой стороны. Эта женщина, она влюбляется очень редко. Вот по жизни у нее не было много партнеров, она не гулящая абсолютно. Но ей хочется простого женского счастья, тем более, что она, ну вот те из вас, кто, ну, однозначно, смотрите, ребят, сразу же выпала и любовь, и семья. Вот те из вас, кто рискнут с ней все-таки начать отношения, вы поймете, как сильно вы когда-то ошибались, когда думали, что она такая действительно злючка, там, может быть, стерва. Между прочим, даже сейчас вы, может быть, на нее не обращаете особо внимания, потому что вы думаете, боже, да что бы я с такой, да никогда в жизни, я не свяжусь с такой. А на самом деле очень часто вот люди, когда они такие вспыльчивые, может быть, какую-то злость на ком-то срывают, это потому что им в душе плохо. Даже вот для себя, я вам говорю, этот такой маленький тоже психологический момент, чтобы вы знали. Когда вы на работе, там, дома, ну где угодно, когда человек какой-то,
может быть, даже без повода, кричит, срывается на вас. И вы понимаете, да, что там, где можно промолчать, на вас срываются из-за чепухи даже какой-то. Вы понимаете, что этот человек либо морально устал, либо его кто-то обидел. Может быть, у него дома проблемы. И поэтому вы просто попались под горячую руку. Это, к сожалению, очень часто происходит в жизни. Вот на работе, да, вы пришли, а может быть, у вашего там начальника либо начальницы что-то болит, может быть, дома в семье что-то не ладится, а вы попались первый под руку и все, и вам влетело ни за что. Поэтому вот маленький совет опять же. Когда на вас кто-то кричит, ругается, да, пытается вот какую-то колкость сделать, вы просто про себя мысленно так улыбнитесь и подумайте, кто ж тебя так бедного либо бедную обидел, да? Что ж тебе так хреново, что ты на мне отрываешься? И оно, вы знаете, оно порой бывает намного легче, когда ты это понимаешь. Ты смотришь на человека, и тебе его жалко. Он вроде бы пытается там с пеной у рта кричать на тебя, а ты так смотришь. Вы можете даже, в принципе, самые смелые, вы можете сказать, что «А кто вас обидел, да, что вы так кричите? Вам плохо? Может, у вас что-то болит?» И это разрыв шаблона идет. Вот человек пытается вам что-то доказать, рассказать, там унизить, оскорбить, а вы так хопа, а почему вам так плохо? Кто вас обидел? И все, и у человека ступор. Вот попробуйте, не пожалеете. Это маленький такой вам лайфхак. Поэтому смотрите, эта женщина, как я уже сказала, она мечтает о любви. Эта любовь у вас, вот поскольку у нас туз кубка выпал, кто знает хоть немножко Таро, вы это прекрасно понимаете, да, плюс у нас семейная карта выпала. Могут быть даже дети, у кого это еще возможно, да, поскольку у меня разные возрастные категории смотрят. То есть здесь может проиграться с ней вообще полноценная семья. И вы настолько будете удивляться, какая она другая, какая она вообще другая дома и с вами. Ну, понятное дело, если вы будете в отношениях, те, кто рискнут. Конечно, может быть любовь между вами, да еще какая. Туз кубка– это вообще начало такой новой, бурной, страстной любви. Это начало любви вот взахлеб, до бабочек в животе, когда эмоции через край, когда ты не спишь, когда тебя это все переполняет, и даже будут те из вас, которые просто обалдевать и думать, ну, те, которые с ней начнут отношения, вы порой потом будете возвращаться в прошлое и думать, ну как же я мог такое про нее думать, что она там и стервочка, и злючка и так далее, что ну вот как человек может быть кардинально разным дома, там на работе, либо еще где-то в социуме. Поэтому, мои хорошие, дерзайте, думайте, что это за женщина в вашем окружении. Но вот такой, наверное, самый опознавательный знак– это то, что она может быть холодная, колкая, может быть даже скандальная казаться, злючкой может быть казаться. А если эту злючку банально обнять, пригреть, да, и она станет белой и пушистой. Многие люди вот именно из-за того, что недополучают этих всех обнимашек, целовашек, они просто становятся вот злыми, потому что не хватает этой тактильности, не хватает этого комфорта, да, когда ты кому-то нужен. Почему много одиноких людей злые? Да потому что, ну нет ни любви, ни ласки, ни заботы. Потому и говорят, что вот одинокий человек всегда бубнит, всегда все не так, там злюга. А вы дайте пару, да еще если это будет любимый человек, это из люки, ну, либо же, если это мужчина. И это будет два разных человека. Поэтому маленькие такие сегодня психологические моменты я вам рассказала. Я думаю, они вам пригодятся. Поэтому не заморачивайтесь, если кто-то на вас пытается оторваться. Точно так, если в комментариях люди пишут под видео, да, ну иногда это смешно. Думаешь, ну что ж ты пытаешься свою желчь выплеснуть? Ну, просто жалко таких людей. Слава богу, у меня таких, ну, я не знаю, уже давно, слава богу, не было. Это единицы были, да, которые какую-то там гадость могли написать. И то, это такая гадость, но это детский сад. Мне просто смешно. Ну и плюс такие люди сразу же блокируются. Поэтому, мои хорошие, как всегда, я вам желаю счастья, любви
и чтобы все ваши заветные желания поскорее сбылись. Ну а кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!